Не спешите жарить банальные оладьи или просто тушить кабачки. Показываю, как из самого обычного тертого кабачка сделать потрясающе сочное, сытное и красивое блюдо, от которого все в восторге. Если вы берете кабачок более зрелый, вы можете заранее удалить у него жесткую кожицу и семена, и потом натереть на терке. Общий выход продукта должен быть 400-500 грамм. Сразу же в натертые кабачки добавляем одно яйцо, добавляем 2 столовых ложки муки. Я взяла цельнозерновую, вы можете взять обычную, какую вы любите. Добавляем 1 столовую ложку сметаны любой жирности и 1 чайную ложку без горки соли или по вкусу. И перемешиваем все ингредиенты. Я добавила еще ложку муки, чтобы тесто не было слишком жидким. Все, наше тесто готово, кабачковое. Убираем его в сторону. Кстати, количество яиц в этом рецепте можно регулировать. Я добавила 1 яйцо, потому что у меня, в принципе, всего 1 яйцо. Так можно парочку добавить для большего скрепления коржа. Убираем кабачки в сторону. Я заранее застелила поднос пергаментом силиконизированным, поскольку кабачок любит приставать к дну формы. И кроме того, что специальный пергамент, я еще добавляю немножко масла на низ и распределяю его. Вот так, накрест, чтобы равномерно все дно схватилось. И сразу же выкладываю на форму тесто в центр. Равномерно его распределяю, придавая форму коржа, как на пиццу. Так вот аккуратненько из центра по краям, чтобы тертый кабачок, а не только яйца и мука, были равномерно распределены одной толщины, чтобы не было нигде ямочек и проплешин. Отправляем наш будущий корж запекаться в духовку разогретую до 180 градусов на середину, ровно на середину, чтобы равномерно пропекалось, на 20 минут. Давайте на 20 минут. Достаем подрумянившийся слегка корж из духовки кабачковой. Смотрите, он немножечко схватился, стал таким плотненьким, не рыхлым. И выкладываем сверху колбасу. Я взяла постную колбасу, вы можете использовать любую другую, какую любите. И 1 спелый, свежий, сочный, красивый помидор режем на ломтики. И также выкладываем рядышком с колбасой, чтобы получилось такое красивое солнышко. Так, это можно на серединку. И сверху мы украшаем все это сыром. 100 грамм любого полутвердого сыра, какой вы любите, также подойдет моцарелла. Равномерно распределяем. Сыра можно больше или меньше использовать, как вы любите. И отправляем запекаться в духовку кабачки еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился. Достаем готовую пиццу из духовки и режем на части. Режется она легко, тесто тонкое, сочное, очень нежное. Подавать такую пиццу лучше горячей. Смотрите, она получилась очень нежная. Давайте пробовать, что у нас получилось. Тает во рту пицца, просто волшебная. Я положу, очень горячая, сочная, тонкая, нежная, с хрустящим краем. Это действительно очень вкусное сочетание кабачка с колбасой и помидором. Я надеюсь, вам тоже этот рецепт очень понравится. Он простой, нежный и такой летний. Смотрите наши следующие видео. Спасибо вам огромное за просмотр,
за лайки, за комментарии. Пишите в комментариях ваши рецепты, если вы также пробовали делать кабачковую пиццу, в каком исполнении, и может быть ваши рецепты мы приготовим вместе. Всего хорошего вам, будьте здоровы, до новых встреч!